Друзья, недавно я приобрел DJI Osmo Pocket 3 и просто для себя начал писать видеоролики про свои путешествия. Первое, что самое сложное оказалось, это настройки цвета. У DJI Osmo по умолчанию есть три цвета. Это D-Log, вот этот DJI-овский лог, который по факту, если посмотреть в медиаинфо, является чем-то фейковым, как обыкновенный REC 709, только почему-то с какой-то другой кривой. То есть никаких данных там внутри нету. Скорее всего, это просто, скажем, понты, да. И очень хороший диапазон — это HLG Gamma 2020. Это великолепная штука. Это самый лучший диапазон по цвету, который есть в DJI Osmo Pocket 3. Сейчас я короткий ролик покажу просто, как с ним работать. Я ни в коем случае не претендую как профессиональный колорист на что-то, но каждый раз я экспериментирую на роликах и просто хочу прийти к стандартному, красивому, мягкому цвету, без всяких там киношных эффектов и так далее. Вот, поэтому смотрите видео и делайте выводы, делайте как я, делайте по-своему, экспериментируйте, но сразу говорю, вот этот диапазон, он лучший, лучше всего тянется, полный контроль контрастов и так далее. Итак, друзья, давайте поговорим немножечко про цвет и свет, яркость и насыщенность. Для DJI Osmo Pocket 3 работать будем в DaVinci. Смотрите, я взял стандартный кусочек, я взял ролик в HLG Gamma BT2020. Вот такой вот он серенький. Посмотрите, он просто серенький. Что нам нужно сделать первое? Сразу говорю, я не профессиональный видеомонтажер, колорист и так далее. Первое, мы заходим в настройки в правом нижнем углу и выставляем в Color Management DaVinci URGB, Timeline Color Space REC 709 сцена и Output Color Space Gamma 2.4. Окей. Дальше идем в закладочку Color. Здесь нам нужно одну ноду создать, которая будет, можно сказать, главной. Эта нода будет наш цвет из камеры HLG BT2020 преобразовывать в стандартный цвет для интернета, для YouTube, для чего угодно, в принципе, для конечного пользователя. Делаем ноду Add Node Corrector. Я думаю, с этим вы разберетесь. Это будет у нас последняя нода. И перетягиваем сюда ноду Color Space Transform. Вот она. Что нам нужно? Нам нужно указать здесь гамут DJI D гамут. Input гамма желательно указать REC 21100 HLG. Дальше Timeline REC 709 и Output гамма такая же, как в основных настройках 2.4. Почему 2.4? При гамме 2.2 почему-то DaVinci выдает некую ошибочку, и мы не знаем, какой будет результат на выходе. Он что-то, может, это только у меня, но я сменил две версии, ничего подобного. Значит, смотрите, здесь вот эту вот галочку не нажимайте, она часто по умолчанию стоит. Вот это вот очень интересная позиция, называется Adaptation, да? Обратите внимание на небо. Небо сейчас примерно такое же, как до обработки и после обработки. Я предпочитаю здесь ставить что-то около 30. А потом уже дальше бороться со всем остальным. Значит, смотрите, больше вы эту ноду не трогаете. Только в крайних случаях, если какие-то вот здесь вот пересветы на небе или клиппинг пошел. Еще смотрите дальше. Обязательно настройте Gamut Mapping метод
Saturation Compression. Просто по умолчанию. Это чтобы вы не вышли по насыщенности за стандартные диапазоны. Окей. Теперь все, что будет идти перед этой нодой, будет являться вашим личным цветокорректором по вкусу. Добавляем ноду. Но хочу обратить внимание, все, что до ноды, вы будете работать в расширенном пространстве BT2020. Здесь вы можете настроить контраст, темное и так далее. Тени, что хотите. Насыщенность обычно я немножко убираю. Ориентироваться дальше вы можете по приборам. Это уже отдельный разговор. У меня получилась примерно вот такая картинка. На этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.